Фермер из Ирландии по имени Патрик был с головой погружен в свои заботы, как это обычно бывает в сельской жизни. Каждый день он вставал на рассвете, чтобы заботиться о своих полях и животных, и с нетерпением ждал окончания сезона сборов. В тот день, аккуратно перебирая тюки с сеном, он не спешил, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной, которая окутывала его ферму. Внезапно его внимание привлекло нечто необычное. Он заметил, что за одним из тюков сена сидят крохотные совята. Эти маленькие птенцы выглядели испуганными и беспомощными в окружении дохлых мышей, которых, похоже, они не могли понять. Испуганные совята жалобно попискивали и жались друг к другу, и Патрик почувствовал, как его сердце сжалось от жалости. Не раздумывая, фермер достал свой мобильный телефон и позвонил в организацию, которая занимается охраной природы и защитой диких птиц. Он подробно рассказал им о своей находке, о том, как он обнаружил совят в амбаре. Специалист на другом конце провода выслушал его и дал несколько советов. Ему посоветовали оставить птенцов на месте и вернуть тюки сена, поскольку совята уже привыкли к этому месту. Они объяснили, что если он переместит их, это может вызвать у птенцов стресс и даже привести к их гибели. Кроме того, фермеру настоятельно рекомендовали не использовать химикаты для истребления грызунов, ведь яд может попасть в организм совенка. Патрик, понимая важность сохранения этих милых созданий, согласился с рекомендациями. Он бережно вернул тюки на место, стараясь не потревожить птенцов, и вышел из амбара, аккуратно закрыв за собой дверь. Снаружи, глядя на свои поля, он задумался о том, как важно заботиться о природе и ее обитателях. Он надеялся, что совята вырастут крепкими и здоровыми и, возможно, будут и дальше помогать ему в борьбе с вредителями. Патрик знал, что совы отличные охотники на грызунов, и их присутствие на ферме будет только на пользу. На следующее утро, выйдя на работу, он с интересом заглянул в амбар. Совята все еще сидели на своем месте, и хотя они выглядели немного более уверенными, все равно оставались настороженными. Патрик улыбнулся, понимая, что сделал правильный выбор, и продолжил свои дела, радуясь тому, что теперь у него есть маленькие помощники, которые будут расти и развиваться рядом с ним. Каждый день он наблюдал за совятами, и с каждым разом они становились все более смелыми. Фермер знал, что природа всегда находит способ восстановить баланс, и его маленькие друзья вскоре станут частью его фермерской жизни. Он был полон надежд и ожиданий, ведь забота о природе – это не только ответственность, но и радость, которая приносит свои плоды.